Снова привет, с вами Сев, и сегодня у нас для распаковки коллекционное издание Far Cry 5. Монтана. Страна холмов и гор. Для меня это дом. Я решил распаковать его в честь того, что буквально на днях вышел трейлер следующей части. Я люблю игры от Ubisoft, и я хорошо отношусь к серии Far Cry. Сама коллекционка стояла у меня года 3, наверное, уже в кладовке. Видимо, время раскрыть ее пришло. Мы ждали этого момента. Итак, на самой коробке на лицевой стороне изображен главный злодей игры Иосиф Сид, а по бокам изображены его помощники Вера и Яков Сид. А с обратной стороны виднеется содержание коллекционного издания. Фигурка главного антагониста, игра в стилбуке, саундтрек на CD-диске и карта округа, в котором будут происходить события. Приступим? Печать сломана. Еще одна печать сломана. Так, под рукавом у нас находится снова арт. Отличается от представленного изначально на рукаве. Кстати, не отличается. Итак, под рукавом находится тот же самый арт, но тут находится последний приспешник Иоанн Сид. Поднимаем коробку. Внутри у нас рисунок. В этот раз он другой, он очень красивый. Здесь находится Иосиф в окружении своих самых близких людей. Долбаные психи! Давайте посмотрим. Диск Far Cry 5 в пластиковой коробке. Steelbook. Steelbook очень-очень хорош, очень классный цвет. На торце название игры, символ Ubisoft. На самой лицевой стороне надпись «Округ Хоуп» и снизу надпись «Trust, Pray, Obey». Молиться, поститься, любить. Как перевод? А внутри находится очень симпатичный арт. Дальше у нас идет карта округа. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Она большая. Так, давайте ее откроем. Нас сразу же встречает реклама. Мы можем купить бургер, соду и картошку всего за $15. Здорово, да? С другой стороны у нас есть реклама пивоварни, где пиво варят бобры. И мы можем облететь по этому округу на самолете, начиная от $99. Почему бы и нет? $100 за полет. Так, здесь у нас не карта, здесь у нас плакат. Плакат, который полностью повторяет арт с обратной стороны стилбука, а вот с другой стороны у нас находится карта. Карта подробная, настолько подробная, что здесь изображены даже места для рыбалки. В целом карта красивая, мне нравится, без сомнений. Вешать мы ее, естественно, не будем, но давайте ее уберем. Так, следующее, что у нас тут есть, это конверт с саундтреком. Про саундтрек хочу сказать вам отдельно. Он очень-очень удался. Это действительно классная музыка жанра кантри по большей части. А кантри это круто. И я всем рекомендую послушать. Лично у меня он в плейлисте. Она выходила отдельно даже на пластинках. Да, я предпочитаю винил. Но я не хипстер, не думай. Здесь еще есть флаер. Флаер, который разблокирует издание Pastor 8. Это бонусные коды на бонусный контент, собственно, в который включает в себя различные наборы с раскраской для оружия, техники и костюмов. Также здесь есть дополнительный набор выживальщика, и этот набор находится только в коллекционном издании. Вот так вот. Ну что ж, приступим к фигурке. Фигурка в блистере. Так, давайте ее достанем. Она очень высока. Господи. Вот у нас, собственно, пастор Иосиф в полной красе. Видно, что он стоит на лавке, читает проповедь своей пастве. Что интересно, у него Библия, где полностью написанная страница и есть рисунок. Очень красивый витраж. Флаг этой секты под ногами. Само основание у него, конечно, не очень большое, объемное или предполагающее какую-нибудь надбавку.
Но в целом сама фигурка смотрится красиво. Поверь мне, я далеко не идеален. Под лавкой у него спрятан револьвер. Ремнями пришит. Мне она без сомнения нравится. Благодаря, наверное, витражу и деталям, она довольно детализирована. Кстати, лицо сделано на хорошем уровне. Что забавно, в игре мне Иосиф напоминал по внешнему виду Джареда Лето, а на фигурке он выглядит как Конор Макгрегор скорее. Также существует отдельная фигурка, которая продавалась отдельно. К сожалению, ее я до сих пор не приобрел. Они довольно быстро ушли из продажи. Там он уже был в другом виде, полуголый по пояс с автоматом в руке. Кроме коллекционного издания игры, еще существует лимитное издание. В него входит сама игра, те же самые карта и саундтрек, но вот в таком конверте. Есть забавное отличие. Конверт с саундтреком содержит список композиций, а в коллекционном издании этого списка там нет. Боже мой, охренеть! Твою мать! Еще хочу добавить по поводу двух вот таких вещей. Первое — это продолжение пятой части, второе — это ее предыстория. Книга рассказывает нам о событиях, которые произошли с героем по имени Уильям, который является охотником, и девушке, владеющей баром, Мэри Мэй. Сама книга, как и любая по играм, не представляет из себя что-то особенное, но я рекомендую ее к чтению, потому что читается она довольно легко и, в принципе, интересно. События же игры происходят в округе Хоуп, но спустя 17 лет. Эта игра — продолжение одной из концовок Far Cry 5, коих там несколько. На этом на сегодня мы закончим. Увидимся снова на нашем канале. Пока. И помни, Господь следит.